На канале Алина. Я Полина. Алина снимает меня, а я рассказываю страшилки. Сегодня вы услышите страшилку, которую никогда не забудете. Скрип за окном. Это была суббота. У меня был друг Миша. И он скоро собирался пожениться со мной. Один раз я осталась дома одна. Тут позвонил мне Миша. И, конечно же, взяла. Но кот, он на меня просто так никогда не шипел. Начал меня отдергивать и шипеть на телефон. Я неверующая. И поэтому я просто взяла трубку, а кота заперла в ванну. Кот оттуда начал все шкрябать стены. Выдумала. Я взяла трубку. У Миши обычно веселый, хороший, добрый голос. Тут у него он был какой-то жесткий, как будто издалека в яме. Он говорил: Аня. Тут в окно начали... Я жила на 10-м этаже. Мне было 11 этажей в доме. И в окно послышались шкрябанье из кресла. Кто-то не молча, кто-то начал стучать в окно. Эти звуки начали продолжаться. Я спряталась, положила трубку и не трогала его. Опять. И тут звук. Я бросила трубку, а из-за окна слышно: Маша. Стоп, он же говорил Аня, подумала я. И бросила трубку. Я бросила трубку и ничего не стала больше говорить. Я отключила телефон. Села в ванной вместе с котиком. Резко я услышала взрыв лампочкой. Я посмотрела на телефон. Это на телефоне треснул экран. Я взяла его и скинула с 10-го этажа. Он разбился. И я услышала: Маша! Я побежала к соседке, чтобы ей рассказать. Я ей все рассказала. Она пройтила меня. На утро она сказала мне ужасную вещь. Она напоила меня, накормила. В обед она мне сказала ужасную вещь, что Миша покончил жизнь самоубийством еще вчера, когда я была на работе. Я потеряла сознание и очнулась в больнице.